Всем привет! На этот раз возьму вас с собой на кухню, покопаться в моем ящике с сухими запасами. Я уже говорила в своих видео о минимализме, что периодически доедаю запас на кухне с тем, чтобы ничего не портилось. И вот эти вот непопулярные продукты залежали здесь уже, наверное, полгода, поэтому самое время взяться за них, чтобы потом с чистой совестью съездить в Zero Waste Shop, который у нас недавно открылся в нашем городке. Так, во-первых, нужно доесть эту зеленую гречку, которую я покупала, чтобы класть утром в смузи, предварительно замочив на ночь. Но, как видите, я хочу сделать из нее маффины с пшенкой, орешками и изюмом, то есть будет такой полусладкий хлеб. Из манки я сделаю манник-бананик по рецепту своей книги. У меня как раз есть банка с нутом, мне нужна из нее аквафаба, а нут съедят детки. Здесь у меня застоялась лапша безглютеновая, не знаю, зачем я опять ее купила, я знаю, что не люблю. И, в принципе, эту лапшу гречневую я люблю, но не этого бренда. Нужно доедать. В общем, с соусом сделаю ее, томатным и пищевыми дрожжами. Затем нужно доесть кокосовые чипсы, я сделаю из них Energy Balls, наверное, с грецкими орешками и финиками, которые уже предварительно замочила. И вот этот шоколад нужно доесть. Именно от Lindt, 99% мне не нравится. Я растоплю его с кокосовым маслом и полью им гранат. Здесь я замочила гречку с пшенкой на несколько часов. Тесто сделала в блендере, добавила к промытым гречке и пшенке банан, изюм, пекарский порошок и немного муки. Я взяла здесь соевую. Запекла полчаса при 180 градусах. Это Маффин? здесь, здесь.
Cheese. Это маффин. Этот маник дети съели весь за один присест, ну или прибег. Они у меня долго на одном месте не сидят. И Юля спросила меня, а что здесь есть сахар? Ну, то есть комплимент сделала мне. Рецепт у меня в книге, но тут все очень просто. В манку я добавила овсяное молоко и жидкость из-под нута и оставила на час настаиваться. Использую здесь мускат и имбирь, как в принципе и в любом пироге. Я просто обожаю смесь этих специй. Здесь у меня цельнозерновая мука, сироп агавы и банан, пекарский порошок и немного растительного масла. Иду здесь в Zero Waste магазинчик, он у нас в городе такой первый, недавно появился. Кстати, в моем видео, где я закупилась на неделю на 50 евро, многие писали, что это нереально дешево. Я не имела в виду, что это все, что мы едим за неделю. Просто, наверное, неправильно назвала. Скорее, у меня одна закупка в неделю побольше с предварительным планом. Например, хочу в следующие дни приготовить перловку, запеканку и такой-то пирог. Ну, понятно, что в течение недели я покупаю свежие овощи, фрукты и докупаю что-то для каких-то блюд. Плюс та закупка на 50 евро была в дешевом супермаркете. В том же магазине органики, где я часто закупаюсь, все подороже. Да и в этом Zero Waste Shop тоже недешево. Но закупки побольше я часто делаю именно в таких дешевых супермаркетах или в метро.
Hallo. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Ага, окей. Die gehen das Stück.